От кого произошли грузины? Один из самых древних народов Европы, а упоминания о нем имеются еще у Гомера, сохраняет свой язык, культуру и внешний облик уже тысячи лет. Но откуда же взялись грузины на Кавказе и какие народы им родственны? Картвелы, а таково самоназвание грузин, отличаются большой этнической однородностью. Это вызвано и изолированностью горной страны от контактов с чужеземцами, и желанием малого народа не растерять свою самобытность среди более многочисленных соседей. Грузины – исключительно европеоиды, относящиеся к понтийскому, кавкасионному и средиземноморскому типу европеоидной расы. Все эти типы отличаются большим ростом, выдающимся носом, узким лицом и шириной головы, при круглой или средней ее форме. Эти типы не отличаются массивностью скелета, поэтому грузины чаще всего имеют астеническое сложение с длинными конечностями и сравнительно коротким туловищем. Доминирует темный цвет глаз и волос, тон кожи ближе к темным оттенкам, но порядка 30% грузин имеют голубые глаза и более светлую кожу. Особенно часто эта особенность встречается у представителей кавкасионного типа, они же и самые массивные и крупные. Собственно, этот тип и открывает галерею народов, которых можно считать предками грузин. Древнее население Европы еще до прихода туда индоевропейцев сейчас крайне редко можно встретить на континенте. Виной тому высокая агрессивность индоевропейцев, их военизированная культура истребила и полностью ассимилировала аборигенов Европы, которые уцелели лишь на ее окраинах, в труднодоступных и изолированных местах. Потомками аборигенов Древней Европы являются баски в Испании и Франции, потомки пиктов в Британии, саамы в Скандинавии и грузины, большая часть которых прямо выводится из древнейшего населения. Как раз для него были характерны кавкасионные и динарские антропологические типы. Это подтверждают и античные авторы, которые находят любопытные сходства у грузин и иберов Испании, казалось бы, очень далеких друг от друга, но настолько явные, что даже называют страны Ибериями Кавказской и Испанской. Колхидское царство, известное по сказанию об Ясоне, было первым известным государством на территории Грузии, которое было составлено из нескольких родственных племен, которые потом войдут в состав грузинского народа. Фактически, грузины почти не получали серьезных вливаний в свой генофонд от других народов. Среди них есть представители иных кавказских и ближневосточных типов, но в целом основная масса населения мало отличается в плане генетики и антропологии от картвелов, живших здесь еще до нашей эры, что говорит о высочайшей однородности населения, при внешнем разнообразии малых народностей и диалектов. Таким образом, грузины сформировались из местных аборигенных групп населения с минимальным участием чужаков и с полным правом претендуют на звание потомков доиндоевропейского населения Европы. Однако в обращении Картли Макцевай Картлисы грузинской летописи есть любопытная точка зрения на этногенез грузин. Дескать, ранее они проживали в современном Иране, области Ариан-Картли, откуда были вынуждены уйти на Кавказ, вероятно, под давлением арийских завоевателей. Геродот и вовсе утверждал, что грузины – потомки воинов египетского фараона Рамзеса, что остались на Кавказе после войны с хеттами. В литературе можно найти множество теорий этногенеза грузин, часто очень экзотических, связывающих грузин с хеттами, ассирией, этрусками или филистимлянами. Но пока наиболее научно обоснованная версия говорит об автохтонном происхождении грузинского народа. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.